Добрый вечер, друзья! Сегодня много новостей из-за океана, и почти все они касаются в той или иной степени штаба действующего президента Дональда Трампа. Для старины Дональда наступают дни истины. Уверен, Трамп в полной решимости доказать факты фальсификации на прошедших выборах. Но одно дело это сказать или написать в Твиттер, другое дело доказать через суд или в результате пересчета голосов. А на это нужно время и правильная процедура пересчета. Не та, что, к примеру, в штате Джорджия. Я об этом уже рассказывал в дневном моем видео. И думаю, Трамп на этом не остановится, ибо потеря Джорджии для него будет слишком серьезным ударом, и где ему потом восполнять отрыв, в каких колеблющихся штатах уже непонятно. А тут еще как ни кстати штабу Трампа пришлось закрыть горячую линию по причине звонков на нее от пранков, поддерживающих противоположную сторону, а именно штаб Джо Байдена. Дело в том, что раньше каждый американец, который столкнулся с нарушением на выборах, мог позвонить на горячую линию штаба действующего президента. Но после того, как стали поступать многочисленные звонки от любителей розыгрышей в штабе Трампа, приняли решение открыть специальный сайт. Горячая линия будет закрыта. Сегодня Дональд Трамп по обыкновению оставил очередную запись в Твиттер, где прямо рассказал о причинах победы Джо Байдена, заключающихся в многочисленных фальсификациях. Кроме того, на стороне штаба Байдена, со слов Трампа, выступала частная компания Dominion с не очень хорошей репутацией, способствовавшая нарушениям при подсчете голосов. А вот наблюдатели-республиканцы к подсчету голосов почему-то не были допущены. Механические сбои ночью после выборов 3 ноября он объяснил попыткой демократов украсть голоса избирателей. Кроме того, средствами массовой информации очень часто не так преподносились новости хода выборов или вовсе искажались. Все это способствовало тому, что перевес в ходе голосования сложился уже в пользу демократов. Хотя первые дни после выборов показывали радужную картину для штаба Трампа. Вы наверняка знаете про марш миллионов, устроенный сторонниками действующего президента в Вашингтоне. В ходе него и после отмечались небольшие стычки между сторонниками и противниками действующего президента. Следующие 2-3 дня будут очень важны для Дональда Трампа, так как у него в запасе остается все меньше и меньше дней для восстановления справедливости. К тому же, если 20 ноября падет Джорджия, то здесь как ни крути, ситуация с президентством Байдена станет очень вероятной, о чем он наверняка знает и по сути не переживает. Так как после 20 ноября у Трампа не останется даже теоретических шансов на победу. Осталось подождать и надеяться на справедливость пересчета голосов. Реакция на твит Дональда Трампа не заставила себя долго ждать от Рона Клайна, потенциального руководителя аппарата Белого дома в случае подтвержденной победы Джо Байдена. Суть его ремарки заключается в том, что Джо Байден стал президентом в результате волеизъявления американского народа. Твиттер Дональда Трампа не делает Джо Байдена президентом или наоборот, сказал Рон Клайн. Вот на этой ноте заканчиваю свое видео. Всего вам доброго и до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, и вы всегда будете в курсе всех главных новостей в России и мире, а также в мире большого спорта. С уважением, Ренат.